Дорогие друзья, на что рассчитана вообще клевета, ложь и желание постоянно тебя дергать? Рассчитана на то, чтобы вызвать у тебя реакцию, эмоции. А еще рассчитана на слабых, бесхребетных тварей, которые много лет сидя у тебя на канале, зная, кто ты есть, видя, насколько у тебя богатый опыт и знания, готовы беспрекословно при первой же, скажем так, лживой такой, знаете, зацепки сразу же верить любому человеку. Я считаю, что достойный человек – это тот человек, который просто так абы кому не верит, который анализирует. А тот, который у меня на канале сидя писал мне приятные слова, а потом через 5 минут написал в другом месте, таких людей я называю тварями, и они есть твари. Потому что если ты верен своим принципам, если ты достойный и порядочный человек, то очень непросто заставить тебя тут же отказаться от своих принципов. Это нереально. Это либо люди абсолютно жалкие, бесхребетные по жизни, да, либо это люди очень несчастные. Как правило, такие люди, они неустойчивы. Они сегодня там, завтра здесь и так далее. Если вы знаете человека, вы знаете работу этого человека, и много лет смотрите, изучаете все, что этот человек вам преподносит и дарит, то как можно за 5 минут верить всему, что сочиняют и придумывают определенные личности? Так сочиняют такую ересь, что просто уши в кулек. Я уже устала читать всюду и везде о том, что вот ритуалы Мансура, взаимствованные мной. Кто-нибудь открывал ритуалы Мансура? Мансур – это 4 журналиста, а я об этом рассказывала. Откройте «Чернокнижие», «Веретничество», «Мансур», которые создали в 90-е годы, опираясь на этнические знания, да, собирая сказки, легенды, рассказы, ритуалы древнего времени, скажем, обычаи и так далее. На этой основе создали новый вид магии, который назвали как бы пантеон бесов, бесовская магия. Там сплошная бесовщина, обращение к бесам, залом иконы, проклясть попа, значит, хулить церковь, поплевывать на алтарь церкви и так далее. Там абсолютно другое направление, которое придумано в 90-е годы. Я о том, что это работает, я говорила, все работает в руках настоящего мастера, но это не мой стиль. О каком Мансуре может идти речь? Понимаете, когда я абсолютно другое направление развиваю. Где вы у меня видели в моих ритуалах поплевывать на алтарь, там проклятие наслать на попа, еще что-нибудь? У меня нет направления поклонения бесов. Бесопоклонничества у меня нет и не будет, потому что бесы – это всего лишь низменные духи. У меня обращение к более высшим силам, тем силам, которые высоко более стоят по рангу. У каждого свое желание, каждый выбирает свою стезю. Бесы быстро дают что-либо, быстро забирают, понимаете? Более высшие ранги, скажем так, они отдают, может быть, через какие-то жертвы, но в то же самое время на всю жизнь. У каждого свое направление. О каком Мансуре речь? Кто-нибудь откройте вообще ритуалы Мансура и посмотрите, и сравните с моими работами, где там у Мансура фортуна, где там у Мансура духи, где там у Мансура обращение к древним богам, где там у Мансура обращение к армянским богам, где там у Мансура грузинские ритуалы. Объясните мне, пожалуйста, где там у Мансура обращение к верховным силам? Где у него там такие вещи, которые можно взаимствовать? Это абсолютно разные направления, понимаете, нет? Это вообще разные направления, как Пушкин и Толстой. Это первая ерунда. Второе, змея Хорея, которую мне приписали. Я не знаю, кто в интернете мне приписал змею Хорею. Может быть, кто-нибудь специально это написал? Может быть, я допускаю. Потому что, зная, сколько грязи, интриг было совершено, зная о том, как они распечатывают текст, вкладывают в журнал, потом показывают журнал, якобы вот с этого журнала это украдено. Насколько я поняла, розовая хрюшка со своей украинской беженкой-подружкой там открыли вот этот профиль, да, ведьмины заговоры. Как может человек, который, зайдя в эти профили,
видит, что там просто копированы мои работы, видит абсолютную бездарность, абсолютное, как вам сказать, абсолютный примитив. Вы это видите, и вы сидите, говорите, то есть с этими людьми, так вы сами, значит, примитивные твари, что я могу о вас сказать? Ну, уже уважения к вам не может быть, потому что если человек достойный, если это человек, если он умеет мыслить, понимать, и он заходит в такие профили и видит, что там, ну, действительно копирование меня. Это только надо слепым, глухим и идиотом быть, чтобы не понять, что просто копирование моего стиля, правда, до меня им как раком до Китая, это понятно. Но стиля зайти и не анализировать, даже не думать, да, не обдумать, что действительно правда, вот у нее берется как-то позорище. И вы пишете там, значит, люди, которые готовы тут же верить всякой клевете, которая говорится о моем имени, можете сразу уйти и клевещить где хотите. Вы недостойны моего канала, моих знаний. Потому что достойный человек, побывав у меня столько лет, видя мои работы, это все равно, как после торта есть говно. Вот вы побежали за говном. Идите, ешьте на здоровье. Вы когда врете, хотя бы соврите, ну хотя бы процентов, я не знаю, там 30 правды. Ни о какой змее-хорее речи не шло и не было. Есть у меня ритуал змея-скорпия. И этот ритуал змея-скорпия был у меня в старом канале Инга Хосроева, которые слили полыневские шавки. Тогда, когда вот эти войны начались, они слили тот канал. И там пропало много ритуалов. Некоторые из них я потом загрузила, если вы видели. Вот там 6 лет назад, например, на кладбище, да, старые вот такие ролики. Но не стала все загружать, потому что, не вижу смысла. У меня есть более сильные работы, более успешные работы. И я думаю, зачем сейчас это все по новой загружать? Это старая история. И вы знаете, особо так неприятно вспоминать те годы, когда ты болела, тебе было тяжело. Хочется это все вычеркнуть. Они слили, и спасибо им большое. Правда, они мне сделали одолжение. И вот там был ритуал змея, скорпия, но не хорея. Про хорею речи не было нигде. И откройте и услышьте. Вы когда врете, я понимаю, что вы собраны лживые вообще, вот какая-то компания не до человека вообще абсолютно. Сегодня какое-то существо мне отправляет там. Я вчера выставляла, если помните, часы подаренные. Кажется, вчера, да, я уже запуталась. Я сказала, у меня маникюр, лак слез, надо работать. Да, дорогие люди, а я работаю. Когда человек работает, когда он капает воск, у него постоянно то сухие руки, то пальцы. Конечно, а как вы хотели? Либо я должна там, знаешь, как фотомодель ходить, либо я должна работать и помогать людям. Но это мое дело, это не имеет значения. И я держу в руках дорогие вещи, и я не знаю, знает ли эта мадам, сколько стоят вообще часы Версачи. Они начинаются, самые дешевые часы Версачи начинаются от 18 тысяч, чтобы вы знали. А это средние, скажем так, не самые дорогие, но средние. Те самые, вот, которые есть, это у меня, я показывала, вот те круглые. И ролик, где я показываю часы, такие дорогие часы, показываю мне этот ролик, значит, фотографирую, да, скрин мне кидает и пишет, что я нищебродка. Ну о чем говорить здесь? Когда человек в кадре показывает часы, подаренные ей за такую сумму, ей кидать фотографии этих часов и говорить, что она нищебродка. Ну, вы понимаете, что у них мозги уже действительно не в ту сторону повернуты. Это же видно, это идиоту понятно. Но мне противнее всего не вранье и не подлость этих людей. Не подлость этих существ, которые на самом деле не стоят и гроша ломаного там собраны-то. Ну кто? Абсолютные бездари, абсолютные неучи какие-то, не состоявшиеся в жизни люди, которым хочется найти объект, чтобы обсудить кого-нибудь. И все они потихоньку уходят. Конечно, порча не действует. Естественно, не просто же так они друг на друга потом снимают ролики, обсирают друг друга. Да, порча не действует. Я согласна, конечно. Это так, с воздуха просто. Но порча же это не мужик с кувалдой, который придет и даст вам по башке. Порча именно вот это и есть, что вы позоритесь, понимаете? Ладно, проехали. Но мне просто противно, как могут люди, которые столько лет на моем канале сидели, пойти и поверить всему, что им скажут. У вас своего мозга нет или вы думаете чужими мозгами? Тогда мне вас жаль, тогда вы очень жалкие существа. Я сейчас
еще раз прочитаю, потому что мне сейчас некогда делать ритуал. Мне уже это настолько достало, это вранье. Я прочитаю свою змею Скорпию, и после этого я попрошу закрыть эту тему. Потому что ни о какой змее Хорее речи нет. Я не знаю, кто там написал и кинул в интернет. Ты знаете, они настолько лживые существа, если уж Матвей выставил такую-то хренотень, там, грамоту какую-то. Зачем мне эта грамота нужна? Можете мне объяснить? Чтобы ее не проверили в Москве, какую-то грамоту Хабаровского театра. Вот логику включите 5 секунд. Приходит проверять якобы. Я достаю грамоту из широких штанин и говорю, вот мне грамота из Хабаровского ДК. Они мне скажут, девушка, у вас с мозгами все нормально? До Хабаровска 12 часов лететь. Вы что, хотите сказать, что вы каждый день летаете туда, работаете и обратно? Зачем мне грамота нужна? Ладно, если бы это был трудовой договор, я бы еще понял. Грамота какую-то. Такую грамоту я каждый день могу сварганить на Матвея, например, такую же красочную грамоту могу сейчас нарисовать и сказать, что это Матвей у меня просил грамоту. Вы понимаете? Это настолько идиотизм. Я понимаю, что это примитивно, но не до такой же степени. Ну, хоть сочиняйте что-нибудь интересненькое, люди. Ну, правда уже смешно. Грамота Хабаровского театра мне. Блин. Все, давайте так. Я сейчас прочитаю. Я дарила тогда змею Скорпию от сплетен на работе, когда выживает человека с работы. Ну, заодно, я думаю, что моим зрителям этот ритуал, в принципе, пригодится. Нужно взять свечу восковую. Нужно обмотать руку, левую руку, черной нитью. Желательно, если это будет шерстяная. Но если не найдете, возьмите обычную нить. Не привязывайте, то есть нельзя связать узлы. А просто вот несколько раз сделайте там плотно, чтобы она прям на руке находилась, то есть не развязалась. Прочитайте это. Потом возьмите, оторвите эту нить, прям вот так вот с руки оторвите, сожгите в какой-нибудь емкости, отнесите на перекресток и развейте там. Ну, просто выкиньте на перекрестке 13 монет через левое плечо, кидайте, говорите, откупаюсь и уходите. Через это некоторое время на вашей работе эти змеи начинают друг друга кусать, грызть. Ну, посмотрите, как эти полоумные начали друг друга сжирать там. То на Шнобель снимают ролик, то на Путинку, то Путинка на Матвея теперь поперла, то Матвей с этим подружился, это на того попер, это на того снимает. Вот этот ритуал, вот, змея Скорпия, он очень такой полезный в таких ситуациях. Хочу сказать, для бездарности, для людей абсолютно примитивных и чушковатых, что в магии есть очень много различных вариантов, например, одной и той же направленности, да. Змея Скорпия есть не только у меня. И змея Скорпия очень древний вообще заговор, и змея Скорпия встречается в нескольких ритуалах. Но есть вариант, например, есть вариант, например, русского колдовства, более древнего. Есть вариант новодела другого автора, может быть. Я, например, змея Скорпия, там 6 вариантов точно встречала. Но я сделала свой вариант, и весьма интересный, необычный, не похожий на других. Там единственное, что похоже, это слово «змея Скорпия». То есть змея-скорпион, понимаете? Та змея, которая сама себя жалит. И это очень нормальный вообще ритуал, если вот начинать выживать дома, свекровь, там еще кто-нибудь, я не знаю, родня мужа, да, и так далее. И так, значит, что там такое, что-то написала, обновление, по-моему, да, это не важно. Нужно, еще раз говорю, обмотать, не завязать, обмотать черную нить, ну, на 6 узлов, например, что прям плотно было. Потом прочитать это, оторвать эту нить, прочитать 6 раз. Пока свеча тает, свеча должна хотя бы до половины догореть. Оторвать эту нить, на пламени свечи сжечь, пепел отнести в тот же день, отнести на перекресток, оставить с откупом. И через некоторое время эти люди от вас отстанут. Но вы можете не в емкости отнести, вы можете там пересыпать куда-нибудь, это не страшно. Вот змея Скорпия, не Хорея, а змея Скорпия. Я не знаю, кто мне приписал Хорею, пускай себе припечатает на лоб. Сейчас столько всего, я не удивлюсь, если завтра еще что-нибудь мне припишут, понимаете? Сейчас такой век технологий, что можно
и СМС от твоего имени создать, можно и голосовой чуть ли не создать. Я не знаю, чего только можно не сделать. Все, что угодно можно сделать и создать. Вы можете тявкать на меня сколько хотите. Люди видят ваше мракобесие, люди видят, как вы сходите с ума и позоритесь. Реально позоритесь. Вы действительно какие-то театры дешевые устраиваете каждый божий день. Очень занятые великие маги и колдуны. Но это ладно. Но не нужно приписывать человеку то, чего не было. А те, которые готовы по первому же зову бежать и верить всему, что им скажут, это бесхребетные, конченые твари. Завтра, если им скажут, что их мама там продала их куда-нибудь на органы, они и в это поверят, получается. Потому что если человек готов верить, не анализируя, не проверяя, значит, он убогое существо. На самом деле, хорошо, что такие убогие уходят. Но в любом случае, я бы хотела в конце концов прояснить этот вопрос, потому что мне это уже остахерело. Я сейчас вам прочитаю змею Скорпию. Каким образом сделать, я вам объяснила. И дарю, естественно, людям, и тогда я подарила. Просто второй раз я не стала его снимать. Ну, понимаете, когда у тебя очень много новых интересных работ, зачем одно и то же снимать? Ну, пришло время, когда, понимаете, всякое ублюдство вылезло наружу. Почему бы не показать народу то, что на самом деле является моей работой? Нихарея, змея Скорпия. А не знаю, кто там приписал мне, пускай припечатает себе на лоб. Я тоже могу сейчас написать что-нибудь и написать автор Шнобель, а потом показать, сказать, вот Шнобель себя объявила автором чего-то. Понимаете? Ну, Шнобель куда-то там слилась. Ну, потому что дитё болеет, некогда. Ну, порчишь не работает вообще. Правильно? Да. Естественно. Мы сегодня как раз об этом поговорим. Кое-что. Итак, читаем 6 раз. Змея Скорпия вокруг меня ползала, то шипела, то жалила. Возьму я огонь в руки, сожгу тебе твой черный язык, наступлю на хвост, схвачу тебя за горло и приговорю. Ах ты гадкая, да ползучая, сплетница-склочница! Шла бы ты на бездонные моря, на бездетные пустыни бесовой погибели или бесовой. Проклинаю Скорпию, изгоняю Скорпию, душу бью и сжигаю, из жизни и судьбы изгоняю. Гой. После, как 6 раз прочитали, оторвали, сожгли на свече, вынесли пепел, развеяли, оставили 13 монет откупом, и вы увидите, как ваши враги перегрызутся между собой. Ну, собственно говоря, я это сейчас наблюдаю, как вы видите, да? Они уже сами забыли, кто кого защищал, кто кого любил, кто с кем женился и так далее, потому что они позорники. А те, которые с этими позорниками сидят и переписываются, они мне боль не причиняют, они мне просто... Понимаете, мое возмущение и разочарование в таких людях, потому что человек порядочный не должен верить всему, что ему сказали, тем более, если сказали о человеке, который много раз во многих ситуациях помог. Таких людей я называю ублюдками. Особенно одна особа тоже там, которая мне писала лично, да там все писали мне лично. Спасибо вам большое, мы вам так благодарны. Тьфу на вас. Вы действительно какие-то шавки, реально, вы не люди. Все. Пользуйтесь на здоровье. И больше этот вопрос, пожалуйста, не поднимать и не врать. Говорите как есть, правду.